Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Достаточно редко мы говорим о разного рода модификациях для eFootball. И в принципе по понятным причинам, потому что в отличие от той же самой PES 2021, для eFootball модификаций на самом деле очень и очень мало. По сути всего лишь несколько, которые добавляют логотипы и формы для имеющихся команд, и также немножко меняют имеющуюся графику в игре. И сегодняшняя модификация по сути относится как раз таки к этим двум категориям, потому что она, по сути, меняет форму одной из имеющихся команд, и, в принципе, это не более чем графическое дополнение, которое, слегка меняет графику, которая имеется в игре. В частности, сегодня поговорим о ретро-комплектах формы для Барселоны. Я покажу, какие комплекты добавляет эта модификация, и также вкратце расскажу, как ее можно установить. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если находитесь здесь впервые, проставляйте лайк под этим роликом, ну а в комментариях делитесь своим мнением. YouTube такую активность очень даже любит. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Итак, как я уже успел обмолвиться в самом начале, эта модификация, не сказать, что прям глобальная. По своей сути, это просто небольшое косметическое обновление, которое общей сути дела не меняет, но в лишний раз слегка позволяет немножко преобразить в игру и, так сказать, порадовать свой глаз. В частности, эта небольшая модификация обновляет комплекты форм у Барселоны. Вместо имеющихся комплектов на текущий сезон, она добавляет ретро-комплекты предыдущих сезонов. В частности, сезона 14-15, когда Барселона брала Лигу Чемпионов, сезона 10-11, по-моему 0-5-0-6, и также совсем уж доисторические ретро-комплекты. И даже мне, как фанату мадридского Реала, хоть я и не особо котирую Барселону, в принципе было интересно поиграть с этими комплектами форм. С этим патчем они встают вместо оригинальных форм, то есть чтобы использовать эти обновленные комплекты, вам достаточно выбрать в качестве основной команды Барселону, и эти имеющиеся комплекты будут доступны для вашей игры. Также помимо формы самой Барселоны, также эта модификация изменяет другие комплекты, которые доступны вне Барселоны, в смысле это подарочные комплекты. В частности, также были заменены оригинальные формы, которые нам раздавали в рамках кампании по капитану Цубаси, также на барселоновские комплекты. Также была заменена форма, которая была у Баварии на Oktoberfest, которую также мы получали в рамках отдельного ивента. И если я не ошибаюсь, то один из комплектов формы, который мы получили за предзаказ, даже не за предзаказ, а за приобретение набора с молодым Месси, который, по-моему, сезон 05-06. То есть помимо форм самой Барселоны были заменены и другие комплекты, также под стать каталонскому клубу. И в общем-то вся суть этой модификации на этом и заканчивается. Но согласитесь, что даже вот с такими вот комплектами форм, которые отсылаются к старым добрым временам, когда трава была зеленее, а солнце ярче, играть становится чуть-чуть поинтереснее. Так сказать, сделать приятное глазу. Если же вас заинтересовала эта небольшая модификация, это небольшое дополнение, то скачать его можете по ссылке в описании. Я оставлю ссылку на оригинального автора и на тред, в котором он свою модификацию выложил. Но в случае чего в нашем телеграм-канале вы также сможете скачать данное дополнение. Для его установки вам требуется наличие игры на ПК. Да, стоит отметить, что данный патч доступен только для ПК-версии игры, для стимовской версии. И все, что вам нужно сделать, так это, во-первых, сделать бэкап трех указанных файлов. В частности, это файл под названием 3608, который имеет 3 одинаковых файла, только под разными расширениями. И вам необходимо сделать бэкап этих трех файлов, поместив эти самые бэкапы в любое удобное для вас место. После чего эти файлы, бэкап которых мы сделали, переименовываем в следующее название. По сути оно то же самое, только в конце прибавляем букву P. И так делаем каждому из трех файлов. И после того, как мы все это сделали, перекидываем папку pack из архива в вашу папку с eFootball, которая находится в стимовской папке. И вуаля, после этого комплекты форм официально заменены.
В общем-то, вот такая вот мелочь меня сподвигла к изучению в целом того, как происходит замена формы в eFootball, и думаю, что в ближайшее время я постараюсь заняться этим вопросом. К счастью для нас, умельцы расписали соответствующую инструкцию, как именно это делать в eFootball, поэтому в ближайшее время постараюсь заняться этим вопросом поподробнее. Может быть, со временем и сам смогу что-нибудь предложить для вашей игры. Ну а сейчас же, ваше мнение по представленному патчу я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать его своими большими пальцами вверх, если этот ролик показался вам интересным или даже, не знаю, полезным. Ну и подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые представлены в описании под этим роликом. Всем удачной установки и, естественно, приятной игры. Всем пока!